Это снова вы, это снова я, и мы начинаем очередную полезную стриминговый доклад, очередной, который будет вам полезен. Поэтому давайте по стандарту, как всегда, вы уже знакомы, а те, кто не знаком со мной, передаю привет, и я Маис, дизайн-тимлид компании Hello Lab. Итак, в чем же суть нашего доклада? Вы уже видели название, что это практика, как работать с референсами правильно, как неправильно, что нужно делать, что не нужно. В принципе, я вам расскажу из своего опыта. Не зря просто практика, это из практики пришло ко мне такое озарение. Как же делать концепты в своей работе? Это по брендингу, это постеры, это веб-шоты, это концепции сайтов и так далее с помощью подбора референсов. Я заранее подобрал рандомные на самом деле картинки, но где-то есть и схожие параметры. Просто зайдя на Pinterest, на Behance и на прочие сервисы, собирал их здесь и постараемся сейчас из этого собрать что-то. Что такое в принципе референс? Референс, если переводить дословно, это пример, справка, это то, из чего, по сути, художнику, дизайнеру, режиссеру и так далее приходит идея собирания каких-то разных кусков или просто вдохновляясь создавать что-то новое. Вот. Так же самое у нас здесь есть куча разных вещей. Мы с вами посмотрим, на что обращать внимание, на что не обращать внимание. В данном случае у нас это картинки, потому что мы занимаемся дизайном. Где-то есть скриншоты из видеоматериалов. И это нам говорит о том, что референсы не обязательно должны быть просто фотографией. Референсы могут быть, может быть архитектура, когда вы прогуливаетесь по городу. Референсы могут быть какие-то спецэффекты, моменты из вашего любимого фильма. Референсами могут быть работы других авторов, тоже дизайнеров и так далее. Поэтому их можно находить везде, и главное правильно их совмещать между собой. Мы продолжим. Запись будет. Надеюсь, что запись будет без торможения. Вы можете подписаться на наш YouTube-канал, на Twitch и прочие соцсети, ждать анонса и получите новую порцию не лагающего контента, если он здесь немножко подлагивает. Так вот, мне на самом деле нужна ваша активность сейчас в чате. Возможно, у вас есть какие-то идеи, если вы накинете сейчас в чат, что мы будем собирать. Возможно, это какая-то индустрия, возможно, это какой-то род деятельности. Мы будем делать или постер, или концепт сайта и так далее из того, что я сейчас здесь собрал. Поэтому можете накинуть пару идей, и мы как раз под эту специфику, под эту сферу деятельности или под просто какой-то образ постараемся сделать концепт. Музыкальный фестиваль, брендинг кофейни, квиткова крамниця, доставка электротоваров после покупки, ветеринарка. Ну, сейчас все, наверное, свои какие-то проекты пишут, я им помогу его сделать. Шутка. Крутые идеи на самом деле. На 18+ сайтец, я думаю, нас сразу заблокируют. Давайте пойдем по списку. Я вот увидел первое, это музыкальный фестиваль, в принципе. Можем с него начать. Я думаю, что у нас хватит времени, мы дальше продолжим. Покажу один пример, который я также собирал из референсов. Он состоит полностью из скриншотов разных. Вот. И, в принципе, у нас получается вот такой вот концептик, который потом можно оформить в шот, и у нас готов там концепт. Его потом можно доработать. Важное уточнение, что все скриншоты, референсы, которые мы используем, конечно же, их нужно потом перерисовать, исходя из тематики, полировать, добавлять акцентов и так далее. То есть сейчас мы, по сути, будем с вами в течение этого
часа делать концепт с набросками, где-то будем самостоятельно отрисовывать, где-то будем заимствовать какие-то скрины, чтобы получить общую картинку. А эта общая картинка уже в дальнейшем идет на отрисовку, где вы сами отрисовываете. Плюс в моменте отрисовки может, конечно же, поменяться концепция, но все равно это лучше, чем ничего. Итак, у нас музыкальный фестиваль. Давайте посмотрим, в принципе, что у нас тут за референсы. Можем остановиться, какие есть тут штуки интересные. Я добавил, допустим, вот этот референс. Мне здесь понравилась цветовая палитра, понравилось использование разной типографики с поднаклоном. Где-то у нас есть каллиграфичный такой стиль, дудловый. Вот, так же самое из этого кейса были пару других картинок. Также у нас есть интересное применение картинок вместе, фотографий вместе с типографикой, эффекты наложения, оттенения минималистичные, такие постеры. То есть, если посмотреть, я чаще всего вдохновляюсь какими-то постерами. Там крутая сетка, крутое взаимодействие фотографий, графических элементов, типографики и так далее, как, например, вот здесь. И мы можем, в принципе, что-то похожее взять. Так, давайте нарисуем музыкальный фестиваль. Музыкальный фестиваль, и если что-то добавить такое современное, NFT-шное, может быть, киберпанковое. Ну, давайте пробовать. Итак, я беру себе сейчас холст. Еще такая вот интересная штука. Я всегда перехожу в там, на наши шоты, к примеру. Можно брать какие-то референсы отсюда, потому что уже большая база вдохновения. Также есть сайт Landbook, я думаю, все вы о нем знаете, поэтому я здесь себе добавил пару сайтиков, которые прикольно смотрятся, которые меня вдохновили на что-то, и я там подметил особые фишки. Например, вот, то есть это тоже чем не постер, но круто работает все в взаимодействии, в анимации и так дальше. Здесь же тоже красивое оформление типографики. Я думаю, что его можно где-то применить и тому подобное. Вот. Есть крутые применения фотографий. То есть мы можем... Вот, кстати, музыкальный фестиваль, мы можем что-то отсюда подсмотреть, вдохновиться. Вот. И сейчас будем собирать из чего-то такого вот похожего. Музыкальный фестиваль от искусственного интеллекта. Интересно. Вот. Давайте начнем. Я пока возьму заготовленный просто менюшку, пока она у нас будет такой. Но мы сейчас будем делать основную концепцию того, что у нас будет здесь происходить. Итак, музыкальный фестиваль. Вот мне нравится вот это вот применение. Я бы его где-то заюзал. Еще важная такая штука, что пока мы собираем визуальный образ, не привязываясь к тексту, к контенту и так далее. То есть если тут написано Тиген и тому подобное, то мы можем на это не обращать пока внимания, нам нужно просто собрать визуальный образ. Вот, допустим, я сделал скриншот, я его сейчас копирую, добавляю вот сюда к нам. Пока оставлю, я думаю, темный, потом можем попробовать сделать такой же, но светлый вариант. Делаю режим наложения скрин, у меня есть уже какой-то вот такой кусок. Вот у меня будет какой-то заголовок тут интересный такой про музыкальный фестиваль. Пока оставим так. Давайте посмотрим, что еще тут есть у нас интересного. У нас есть применение таких вот фотографий с текстом. Есть еще вот такие вот интересные штуки.
Пока я смотрю, я вам сразу скажу, будет домашнее задание. Я могу оставить все вот эти референсы, и домашнее задание будет собрать свою концепцию, используя эти картинки. То есть будет интересно посмотреть, у кого какие варианты получаются, имея перед собой одни и те же ингредиенты. Назовем это так. Так же самое, как готовить какое-то блюдо. Перед вами есть количество ингредиентов, и вы можете приготовить разные виды блюд из одних и тех же ингредиентов. Так, смотрим, что у нас тут еще интересного. Вот этот прием мне нравится. Особенно круто было бы это при скролле, когда у нас есть музыкальные артисты. Вот, и это, допустим, там музыкальный фестиваль ноунеймов каких-то. Вот тут может прикольно быть хэштег ноунейм Music Festival. У нас есть такой дудловый шрифт, и я думаю, что вот такая же идея классно бы подошла. Вот. Для этого я попробую сейчас ее вырезать через плагин Remove Background. Посмотрим, как у нас это получится. То есть это у нас будет, к примеру, хедлайнер. И он будет с вопросительным знаком, и мы не знаем, кто он, и так далее. Вот, например. Сейчас это будет плохо смотреться. Так, давайте тогда перейдем на сайт pexels.com. Это стоковый сайт. И подберем здесь сейчас какую-то фотографию портретную, с которой мы сможем поработать. И сразу применим какой-то из этих стилей. То есть вот тут прикольно смотрится вот это, вот это. И представьте, что есть полностью фотография, и у нас при скролле начинает она вот так штрихованно отрисовываться и закрашиваться, и появляется текст. Выглядит уже у меня в голове это интересно и круто. Я думаю, что если это сделать в живом сайте, то будет все так же круто смотреться. Вот у нас вырезалась фотография, пока для наброска мы ее оставим вот здесь. Так, и у нас примерно вырисовываются уже цветовые какие-то решения, да, то есть мы можем взять, нам, чтобы это не мешало, взять какой-то такой вот голубенький логотип, чтобы он не мозолил глаза. Вот, идем дальше. Например, возьмем здесь, растушуем фотографию. Вот. Еще такая важная особенность. Мы можем добавить, например, на фон что-то и сделать ее тоже такого голубого цвета для того, чтобы засинхронизировать вот это вот свечение, чтобы оно смотрелось все целостно. Так, пока у нас будет вот так. Что скажете, пока есть у вас представление, как это будет выглядеть или нет? Интересно наблюдать за процессом? Тоже напишите, пожалуйста, в комментариях. Просто опишите, интересно ли наблюдать за процессом, как тут все получается. Видите ли вы уже какое-то интересное решение или нет. Тоже будет интересно услышать ваше мнение. Так, то есть у нас есть вот фотография, есть какой-то текст. Э, Идею мы, допустим, возьмем потом отсюда, что при скролле она будет закрашиваться. На примере там вот так оно будет делать.
Вот, ну, это можно потом применить. Давайте посмотрим, что дальше возьмем. Так, что нам еще не хватает? Нам не хватает здесь каких-то маленьких точечных акцентов. Посмотрим, что у нас тут есть такого интересного. Например, вот эти, да, верстки. Так как у нас вот здесь немного такой футуристичный стиль, а футуризм всегда ассоциируется с японским каким-то стилем, вот, то я бы взял вот что-то вот такое. Также режимом вложения попробовал бы добавить сюда. Так, здесь мы можем добавить тень. То есть все придумывается на ходу в течение часа. Это самый такой быстрый вариант, что я могу показать и рассказать о своем процессе, как это все происходит. То есть вы потом на самом деле можете вот отрисовать такую примерно композицию. И мы не копируем все из одного места, а просто комбинируем что-то уже существующее. Так, у меня есть вот такой еще кусок текста. Это будет сильно шумновато. Так, смотрим, что еще у нас интересного есть. Давайте придумаем что-то такое. Еще прикольно вот смотрится, допустим, хэштег и азиатские иероглифы. Оно вот что-то похожее по настроению, по образу. Так, пусть пока побудет тут такая штука. Берем, закрашиваем так. Что-то подобное сюда. Или наоборот оставить здесь какой-то болтовый текст, а вот тут потом сделать дудлом. Но пока побудет так. Так, идем дальше. У нас уже есть какая-то композиция, музыкальный фестиваль, у нас есть менюшка. Может быть, кстати, она бы круто смотрелась просто там бургерная где-то здесь. Ну, пока оставим так. Так, что еще можем здесь применить? Вот такие, да, то есть цифры круто смотрятся. Смотрится интересное совмещение каких-то вот таких больших кнопок, и это тоже важно. Вот у нас есть какая-то комбинация схожая, можем взять отсюда. Вот это можно пока убрать. Да, на самом деле можно крутить так долго. Давайте я сюда добавим. Вот, есть такой вот моментик. Потом мне нравятся вот эти вот приемы, плюс вертикальный какой-то текст. Мы также можем заполнить какие-то пустые пространства. Давайте попробуем. То есть мы применяем какие-то уже штуки, которые мы нашли. То есть не копируя прям вот
берем вот эту фотографию и юзаем ее. Нет. Вообще можно ее под наклоном, чтобы оно рифмовалось с текстом. И это тоже хорошо в движении можно показать. Тем самым выделить какой-то текст. Ну, получается плюс-минус вот такая вот комбинация. Это быстро из пару референсов то, что можно сделать. Так, что мы еще отсюда позаимствуем? А ну, чат, что вам бросилось в глаза из этих референсов? Какие-то ключевые слова, там, допустим, Скотт, белый постер с оранжевым текстом, Nike и так далее. Может быть, возьмем оттуда и сейчас добавим, попробуем добавить на эту концепцию. Так, House Harris сверху. Угу, вижу. Так, кому еще что приглянулось? Rock and Love. Так, давайте попробуем сначала вот это. То есть у нас есть какая-то вот такая ликвидная пятно, можно назвать это так. Это клякса от акварели, да. То есть где мы сможем ее тут применить? Визуально можем ее применить где-то вот здесь, при скролле, при переходе с одного блока на другой, но тут немножко оно не подойдет. Но крутая типографика, да, то есть есть вот такие вот мелкие моменты, они классно бы подошли нам. Давайте попробуем. Нам нужно инвертировать цвета, чтобы было темный фон. Вот примерно так. Меняем. Плагин называется фильтр. Вот мы можем дальше ее перенести ЧБ и также с режимом наложения пока примерить. Ну, это может быть, к примеру, интересная менюшка. Или пункты меню. Вот, а эти все тексты также можем. Ну, пункты меню также можем сделать в вертикальном виде. Тут на самом деле можете пока не обращать внимания на отступы, на какие-то параметры и так дальше. Нам просто нужно сделать визуальную такую концепцию, чтобы понять общую картину. Например, вот так. Вот, и мы заполнили сейчас вверх, плюс-минус. И сейчас можем. У нас практически готова концепция. Мы можем взять и уже примерить там, как на шот. У вас оно больше, тогда давайте оставим пока что так, чтобы не тратить время. В будущем, получается, у нас этот сайт будет вот таким, да. То есть и тут что-то будет появляться. Классно проверять это через прототип mode. Включаем, он у нас будет на весь экран. Вот представьте, что вы скроллите сайт. Так, у нас опять прогрузились эти картинки.
Вот, то есть у нас будет появляться заголовок, потом фотография, вот эти вот штуки, они обращают внимание сюда, и мы идем дальше вниз, и у нас тут будут какие-то еще остальные блоки. Вот. Подрезюмирую, это был типа музыкальный фестиваль, но у нас будет музыкальный фестиваль, это будут хедлайнеры. Например, вот у нас слайдер, да, то есть вот этот исполнитель потом у нас может перейти сюда, и про него что-то будет подробнее. То есть у нас как-то вот это целостный такой слайдер получается. Вот, сразу есть хэштег хедлайна, хэштег фестиваля музыкального и так далее. Вот, скажите, как вам концепция получилась, не получилась, плохо, хорошо, Маис ты не умеешь, Маис ты молодец, тоже можете писать. Так, а еще мы можем взять сейчас, я вот вспомнил, возьмем какой-то вот такой фон, как из матрицы. Можем прикинуть ее тоже на бэкграунд. Вот, и это похоже, на самом деле, матрица. Я вот отразил по вертикали, и мы можем, допустим, включить какую-то музыку на сайте, и у нас вот эти вот штуки будут как эквалайзеры работать, как в музыкальном там плеере каком-то. И это тоже будет на самом деле внутри концепции, потому что у нас есть вот схожие штуки на фотографии. Это такой, типа, плюс-минус сейчас появилась еще одна идея, которую можно было бы добавить. Да, есть вопрос, осталось понимать, как правильно подбирать рефы. Сейчас я вот референсы я собрал просто бегая по интернету, да, можно так сказать. Листая Pinterest, Behance, Dribbble, вы на самом деле тренируете насмотренность, у вас глаз начинает цепляться за какие-то акцентные вещи, вот как, в принципе, я здесь и показал, да, то есть, классная типографика, нестандартная, интересная, взяли, сохранили, вот такие вот вещи. То есть вам нужно обращать внимание на какие-то акценты на тех постерах, картинках и так далее, которые вы смотрите каждый день. То есть нету какого-то правила, типа ищи такие референсы или нет. Э, Еще очень важно, многие заблуждаются, что референсы нужно искать по тематике. Например, у вас магазин ювелирных изделий из золота. Вот. И многие идут и начинают искать референсы. Магазин ювелирных изделий из золота. Так и забивают в строке поисковой и смотрят сайты, только связанные с ювелиркой. Но не обращают внимания и берут их за референсы. Но не обращают внимания, что со временем каждый сайт становится идентичен, потому что один у другого копируют. Вот это именно копируют, потому что тут нету позаимствования каких-то фишек и идей. А на самом деле круто было бы взять и посмотреть, как можно применить один прием к другому. Например, вы смотрите вот на лендбуке, да, что-то. Вот даже вот этот сайт, который я открывал. Вот мы смотрим, это у нас что? Это какой-то коворкинг, да? И нам нужно сделать сайт для коворкинга. Мы не пойдем сюда и вот это все будем копировать. А мы посмотрим, как вот этот сайт коворкинга нам придаст какой-то идеи. Вот, допустим, крутой скролл, да? Круто хэштеги используются в таком вот шейпе. И можно просто себе запомнить или заскриншотить, что вот где-то я бы использовал такой вот прием. Еще и с параллаксом. У меня будет магазин, опять же, как я напомнил, ювелирки, то я вот такую вот штуку бы использовал там с наименованием всех ювелирных изделий и добавил бы фотографии. А фотографии бы я добавил, как, допустим, вот здесь в референсе. И я начинаю комбинировать вот эти все штуки, которые я нашел. Вот. Поэтому точного правила «бери вот так и делай» нет, но
точно могу сказать, как неправильно делать. Это вот искать идентичные тематики. Вот, Юля, скажи, ответил тебе на комментарий, или нет? Стало ли чуть понятней? Вот, давайте посмотрю, что там еще было. У меня чат удалился. Ну, давайте быстро сейчас сгенерим что-то и придумаем в конце, к чему это относится. Так, пусть у нас будет сейчас светлый сайт. Так, смотрим, что у нас тут из светлых тонов. Мне на самом деле нравится вот это. Вот этот цвет круто смотрится. Мы сразу ему сделаем какой-то темный. Вот еще референс — это палитра. То есть мы можем брать какие-то цветовые решения. И если помните, в прошлом ролике мы говорили о трендах, и там было как раз пастельные цвета, там был карточный стиль. И давайте попробуем что-то сделать в карточном стиле. Например, у нас будет вот такой вот главный экран. Вот. Тут вот мне понравилась вот такая вот штука с ликвидными формами, рамкой. И у меня в голове возникло, что можно на самом деле сделать сайт, где у нас всегда будет зафиксирована рамка, а контент будет внутри. Вот, давайте попробуем что-то сделать похожее. Вот у нас есть фрейм. Как же нам сделать эту рамку? Нам нужно взять, нарисовать вот эти вот формы. То есть считайте, что у вас вот это будет вырезано. Так, берем, выделяем все эти элементы, переходим вот сюда. У нас есть удаление. Еще такой вот прием. Можете выбрать эти два шейпа, закруглять углы, и вы можете увидеть, что у вас есть такой вот эффект ликвидности, то есть с плавным переходом. Этот плавный переход можно еще добиться с помощью вот таких вот приемов. Смотрите. Вот видите? Такой желейный эффект у нас получается. Для этого нам нужно слить два объекта с помощью Union Selection и закруглить немножко углы. Ну, например, будет что-то вот такое. Копируем этот шейп, закидываем сюда. И видим, что у нас в середине будет какая-то информация. Так, теперь нам нужна какая-то фотография внутрь или тоже типографика или какой-то объект. Давайте мы сначала вот эти бордеры разукрасим. Вот, то есть у нас здесь будет менюшка. Нам нужна менюха, ну, опять возьмем ее отсюда. Так, у нас есть здесь меню. Вот мне нужен какой-то такой вот заголовок. Я его просто копирую пока что. Без привязки к шрифту, без чего-либо. И вот примеряю вот сюда. Пусть будет пока что так. Вот. Что нам еще нужно?
Вот, может, все-таки применим вот этот. Не, у нас уже тут есть. Давайте посмотрим, что у нас тут. Так, нам нужно что-то светлое. Вот, допустим, вот классная комбинация разной типографики. Как и мы говорили, у нас здесь будет контент всегда находиться. Так, сразу же можем присмотреть сюда какой-то вот такой круглый объект или стикер. Давайте посмотрим, что у нас есть такое примерно стикерное. Есть вот такое, вот такое. То есть тоже можно посмотреть в разрезе, да, какой-то интересной комбинации типографики. Как-то так, то есть, да, прикольно бы смотрелось. Отсюда мы можем позаимствовать, там, посмотреть по цвету. Ага, нам подходит вот этот вот э, цвет, как матч, да, написан. Очень криво это делаю. На самом деле через Photoshop это все намного быстрее, поэтому можете сразу себе вырезать это все в фотошопе. Будет вот что-то такое. Или вот так сделаем. Плюс у нас может быть такой же логотип где-то по стилю, да, то есть чтобы у нас был какой-то синхрон. Вот. Что мы еще сюда можем добавить? Хотели где-то вертикальный текст или вот такие вот вставочки тоже можем применить. Это могут быть там, не знаю, логотипы спонсоров или еще чего-то. Может быть, оно на самом деле шумновато, но как там для композиции можно будет что-то такое добавить. Может, скороче, ну, короче текстом, вот так как. Да. Вот сейчас, ну, да, мы обрезали текст, но визуально мы понимаем, что нам нужно что-то похожее. Вот так делаем, и теперь у нас есть акценты. Вот, добавляем сюда какой-то еще там объект. Текст, давайте искать что-то интересное, подходящее. Вот, кстати, интересно тоже. Отсюда текст такой мелкий. А здесь добавить еще фотографии строком. А фотографии мы можем тоже там позаимствовать по стилю и настроению. Так, нам нужно что-то желтое. И вот на самом деле есть уже какой-то вид, какая-то концепция, которую можно дальше развивать. Тут можно взять, добавить меню, или оно у нас будет вообще вот тоже таким текстом большим.
Вот, и есть какая-то уже концепция. Вот, я думаю, что это финал, примерно. Давайте придумаем название или роль, или отрасль для вот этой концепции. И что скажете по поводу вот этого концепта? Вы видите, что мы взяли просто, просмотрели какие-то интересные приемы, использование типографики, комбинацию цветов, фотостиль, и у нас получился вот такой вот концепт. Ну, вот я сейчас смотрю в превью, и мы можем там при скролле, чтобы у нас только центральное, вот то, что с зеленым фоном, скроллилось, а осталось вот это все на месте. В принципе, все. Вот это, что я хотел с вами поделиться. Это акцентируйте внимание на какие-то вот такие интересные штуки при поиске референсов. Не обязательно его прям брать и использовать. Вот вы видели, что тут много чего накидано, и тут на самом деле можно собрать еще больше концепций разных, используя какие-то приемы, которые уже задействованы. Даже вот такие технические слайды нам тоже подскажут для каких-то приемов. Например, пагинация или где-то выделить объект с помощью строука. Или вот фотостиль, как применять фотографии в шейпах. Вот такие свечения, которые я в конце применил в виде эквалайзеров, да, то есть думайте в движении, думайте, как переиспользовать тот или иной объект. Еще раз напомню вам сравнение с готовкой, как объединить какие-то повара объединяют готовые продукты, они не придумывают их, они просто берут и создают новое вкусное блюдо, а, и становится всем хорошо, вкусно и так далее. И как упомянули, это все очень просто. Главное постараться собрать и а, увидеть результат. Поэтому домашнее задание такое. Я скину этот файл, вам нужно будет собрать из этих референсов что-то свое, свою концепцию, и желательно рядом вот так оставить рефы, с которых вы брали те или иные приемы. Потом вы можете это отрисовать, и у вас будет новая работа в вашем портфолио. Так что всем спасибо, до встречи, подписывайтесь, лайки, не забывайте, и ждите новых видео. Пока-пока.